Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 1 по 10 сентября. Давайте узнаем, какие подсказки нам расскажут карты для вашего знака зодиака. И, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз не расскажет, увы, о личной истории каждого из вас. Но искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И все равно, вот какая-то метафора, изображенная на картах, а если вы переложите свои сейчас чаяния, свои переживания на эту карту и подумайте, что она вам, какую энергию хочет передать. Я думаю, подсказок будет еще больше. Итак, сентябрь, начало осени, мои дорогие. И сентябрь, тем не менее, тут два основных момента. Первое, работы будет много. Но это уже хорошо, что работа есть. И есть возможность для тех, кто ищет работу, ее найти. Это на самом деле очень позитивная энергия. И солнце в Деве до 22 числа. Все, что по работе, нам как раз дает возможность вот так рационально, критическое мышление все-таки, да, солнце в Деве. Так вот, нам дает возможность рационально решить, договориться с пользой для самих себя. Ну, а второй момент – это уязвимости. Что я подразумеваю под этим словом? Это то, как сгусток боли или какое-то глубокое разочарование о том, что присутствует в жизни каждого из нас и о чем мы не расскажем никому. Но именно этот триггер может создавать определенные рамки. Рамки нашего восприятия, рамки для общения, рамки для продвижения, да? Потому что мы уже где-то настроены предварительно либо к конкретному человеку, либо мы настроены на какое-то дело. И здесь может, знаете, как минусовый наш опыт. Он нас сдерживает, как в рамках, в тисках, не дает нам идти вперед. А это всего лишь навсего нам говорят от твоего восприятия. Или вот это чувство, когда ситуации какие-то сложные, они уже завершились. Ведь в реальной жизни этого нет. А вот мы себя еще до сих пор чувствуем уязвимыми. Ну ладно, идем мы вперед, мои дорогие стрельцы. Знаки судьбы. И мы с вами достаем три карты. Три знака судьбы. Может быть, это как ключевые события, главные события с 1 по 10 сентября. Первое, второе и третье событие, ну или знак судьбы. И мы эти карты откроем в самом конце. А сейчас продолжим. Давайте узнаем, что прояснится. С 1 по 10 сентября для стрельцов. Что прояснится? Что будет помогать вот эту уязвимость, может быть, проработать или решить какой-то сложный вопрос, продвинуть, может быть, хотя бы? Что прояснится? Что уйдет? А что придет взамен? И по основным сферам жизни достанем три карты. И первая сфера любви и личной жизни. Общение, контакты. Финансы. Вторая карта. И дела, работа, бизнес, ваши достижения. У кого-то банально документы, кто-то учится, значит учеба. То есть все равно это ваши дела. Что же там прояснится? А вот по учебе, по контактам, по взаимодействию с какими-то людьми. Это у нас карта, кстати, колода точнее, 78 дверей. Принципиальное значение, как известно, имеют двери открыты, закрыты. Здесь имеется в виду пространство, эфир, интернет. Нет закрытых дверей, но это ваша активность. Это вы сами что-то инициируете или вы сами что-то изучаете. Для кого-то как вторичный доход или, может быть, даже по первичному, ну, есть еще вопросы, с которыми нужно разобраться или найти недостающую информацию. Может быть, кто-то учится работать за компьютером. Меня смотрят люди разного возраста. Ну, наверное, наша цифровая эпоха заставляет нас, да, так бы и не думал, чем-то заниматься, там, изучать. Все понятно, уже столько лет прошло, уже в каком-то определенном режиме, и вдруг на тебе. Тут вообще все цифровая эпоха меняет, перестраивает, переворачивает даже с ног на голову. Ну и нам ничего не остается, как идти в ногу со временем. Вот кто-то будет изучать компьютер, никогда не поздно. По себе знаю, потому что когда-то очень давно изучала сама.
Вот просто сама купила себе лаптоп и начала изучать. Потому что хоть и мои все близкие знали и владели великолепно, но им всегда было не до меня. Все заняты, но эпоха такая. Поэтому не бойтесь начинать, вот, мои дорогие, о чем я хотела сказать. Но, тем не менее, это прекрасная карта заслуженного успеха. Пусть это не в этой колоде, но это тот успех, который к вам придет. И поэтому для кого-то эта карта может означать новую работу, для кого-то это поиск и нахождение, для кого-то нахождение, когда вы, ну, не буквально за эти 10 дней устраиваетесь, но вы уже видите какие-то варианты или вариабельность как таковую. Когда могут быть внезапные какие-то предложения, или вы сами найдете какую-то вакансию, не бойтесь искать для тех, кто на работу. Вот что прояснится. Для кого-то прояснится информация, может быть, и по конкретному человеку. Для кого-то вопросы, связанные с поездками, переездами, какими-то согласованиями. Карта обещает успех, но от нас потребуется мужество. Всегда по шестерке мечей искусство первого шага. То есть мы должны на что-то решиться, прежде чем мы сделаем этот первый шаг. Не отложить на завтра, а вот прямо сейчас. И перед нами весь мир открывается. Опять же, по этой карте пространство, эфир, интернет, весь мир. Не случайно у нас здесь и карты изображены, и вот даже маски, да, как будто человек бывал в многих странах. У кого-то удаленная работа, кто-то тоже будет искать. Вот больше тут, это ведь раз успех, причем заслуженный, это какие-то ваши действия. И тут у каждого свои вопросы. Перекладывайте. Я допускаю, что у кого-то могут быть все же мечи. И, кстати, мечи это иногда пишут: ой, мечи это все плохо. Нет, мои дорогие. Скажите, каким знаком тогда, какой стихией обозначить наш интеллект? Только мечи. Это и не кубки, это и не приземленные пентакли, это и не огонь, жезлы. Это где-то сосредоточенность, вдумчивая работа, последовательное действие и аналитика. Аналитика. Так что не стоит никогда пугаться мечевых карт. Я люблю очень эту карту, потому что когда она выпадает, правда, что-то получается. Пусть у вас все разберется, и вы останетесь довольны. Что уйдет? Одиночество. У кого-то знакомство в интернет. Тогда вот все то, что я сказала, мои дорогие, будьте внимательны. Интернет, конечно, это очень интересное место, но и помните, опасное место. Научиться работать, вот, может быть, даже с мессенджерами, там ведь много приходит. Сейчас у нас сразу какие-то автоматические подписки включаются, какая-то баннерная реклама выпрыгивает тебе. Иногда там такой кликбейт, когда тебе хочется на это нажать. Ну вот ты нажал и попал на какой-нибудь не тот сайт. Тут надо научиться себя еще и сохранять. То же самое касается знакомств. Вы не видите человека. И там может быть, да, вообще кто угодно. А писать он вам о себе будет, как будто он последний герой, какой-то, ну, особенный человек. Поэтому доверяй, но проверяй. Осторожность. И уходит. Может быть, вы чем-то воодушевлены. По шестерке мечей бывает такое. Или когда вы себя настроили, но по отшельнику он же сам по себе. А тут вы все равно какие-то контакты у вас точно будут. Или по контактам у вас будет что-то проясняться. Но, видимо, мы не должны, как по отшельнику, вот эту мудрость утратить. Но на какой-то период времени, может быть, и захочется забыть там, да, ну вот об этой мудрости. Или не устраивать себе философию глубокую на мелком месте. И это прекрасно. Но на какой-то момент мы можем так это или растеряться, или довериться. Будьте внимательны. Хотя карта об этом не говорит, но с учетом того, что я сказала, я такое предположить, пусть для одного, для двух, но это нужно услышать. Но по одиночеству или когда вы ничего не могли сделать, пусть это вы даже сами, мои дорогие стрельцы, оптимисты, солнечные люди. Может быть, это прежде, устав биться каждый раз то в одну дверь, то в другую, каждый раз что-то не получалось, вы как будто сложили оружие, уже никому ничего не доказывали. Ушли вот так вот сами по себе в какое-то свое личное пространство и долгое время пытались себя сохранить. Ну, тут нет, тут пора выходить на авансцену, но мы можем еще чувствовать где-то, с одной стороны, что, ну, да, мне хочется
вот этого драйва, мне хочется новых впечатлений, поэтому кто-то будет чувствовать, наоборот, вот эти вот оковы, да. И тут не создать себе, ведь обратите внимание, мы говорим про глубокую философию на мелком месте, да, когда мы сами можем погружать себя в то, чего нет. Вот про уязвимости я говорила еще до карт. А тут нам, посмотрите, отшельнику предлагают какие-то дары, а он как будто отмахивается от этого, не смотрит в ту сторону. Будьте внимательны, потому что вам могут льстить или какие-то вам говорить такие вещи, которые нам приятно, нравится слышать. Доверяй, но проверяй. Вот, будьте внимательны. Что придет взамен? Возможность заработать. Вот правда, как-то нас так перекладывают или переводят карты в плоскость именно работы, заслуженного успеха. По королю Пентаклей что придет? Вообще это консерватизм. Консерватизм во взглядах. Но по королю Пентаклей этот консерватизм помогает ему. Он достигает сам всего. Ему никто, в принципе, не помогает. Но, может быть, вот этот сложный опыт и создал из него, сделал вот этого консерватора. Но, видимо, сейчас что приходит? Ну, внимание к своим доходам, внимание к финансам. Может быть, в принципе, баланс по финансам. У кого-то приходит возможность, иногда банкиры проходят, получить или, наоборот, закрыть кредит. Ну, вот какие-то взаимодействия с банками. Иногда, тем не менее, карты говорят о наших близких, супруг, супруга, и неважно, что у нас король. Это вот человек, вот да, тот надежный, которого мы хорошо знаем, или, в принципе, он знает нас. Какая-то стратегия финансовая, может быть, вашей семьи, помощь партнера. Я такое могу допустить. Именно партнера по личной жизни. Но это еще и проходят люди, мои дорогие. У кого-то мы говорили знакомство. И кто знает, это человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Телец, Дева, Козерог. Или имеет там асцендент. Примите во внимание, что многие люди не знают свой асцендент. И для него нужно знать не только дату, место рождения, но и время конкретно. Поэтому многие этого не знают, поэтому определить не могут. Ну, кто знает, а у кого-то по Луне. То есть, вот вы знаете, человек вот в таких энергиях. Ладно, это очень хорошо, что подобное приходит. Давайте мы узнаем любовь и личная жизнь. Вот вам как будто карта говорит, если тебе пространство закрывает, как врата куда-то, подумай, стрелец, может быть, тебе туда и не надо. Это может, ну, даже выражаться в том, что, может быть, из прежних каких-то связей, мы говорили, любовь, личная жизнь, какие-то контакты, общение, в принципе, то здесь есть подсказка. Если какая-то история для вас закрывается, или вы много раз пробовали что-то осуществить, даже с конкретным человеком настроиться, как бы, или настроить диалог, вот эти самые контакты, но каждый раз упираетесь в стену, то высшие силы вам могут давать подсказку, подумай, стрелец, а надо ли тебе это? Могучий кентавр, очень символично, мои дорогие стрельцы, пытается проломить эту дверь, врата. И он действительно такой могучий. Сейчас разбегусь и как еще раз попробую проломить эти ворота. И он их проломит. Но карта говорит, не факт. То, что ты увидишь, тебя обрадует. Куда-то нужно подумать перед тем, как применять силу или на чем-то настаивать. Есть такой элемент, вроде бы, мы говорили, да, солнце в деве, критическое мышление, волшебно. Ну, что тут скажешь? А вместе с тем есть еще и определенный минус. Не застрять в перфекционизме. То есть, что это? Мы думали, что вот так правильно. Мы думали, что так будет всегда. Мы думали, что наша позиция, ну, на 100% верна. А все относительно в нашем мире. И вот этот перфекционизм, нам ведь нужно менять себя, нам нужно менять свое мировосприятие. И вполне вероятно, да, мы эту дверь пробьем, но то, что мы в результате получим, нас может не устроить. Вот интересно, иногда это могут быть для вас, мои дорогие, внезапные визитеры, может быть, даже домой, или когда вы получаете какое-то сообщение. Давайте мы узнаем, так что же для моих любимых стрельцов? Ну вот смотрите, шикарная карта. Я ее называю праздник после победы, но мы с вами о дверях, да, вообще-то так. Если здесь что уйдет,
Тут вообще по отшельнику дверей нет, целое пространство. Вот он идет сам по себе на своей волне. А по королю Пентаклей сейф. Это я его открываю, вы, мои дорогие, и любуюсь, что же там есть. А если мы говорим на личную жизнь, дверь закрыта, но все, кто дороги, уже в доме. Праздник после победы. И нам буквально семья, праздник после победы. Шикарно. Договориться можно. Если вы обсуждали с любимым человеком какой-то вопрос, ну или с каким-то вот человеком, может быть, это дружба, важная персона в вашей жизни, опять же, общение, обсуждали какой-то вопрос, ну не сошлись вы, вот не сошлись в каком-то пункте. Вы не можете это, знаете, вы можете обсуждать долго, и вроде есть взаимопонимание, но когда ходите до какой-то черты, все вот это взаимопонимание упирается вот в эти врата. Не создайте, мои дорогие, для себя какой-то конфронтации. Здесь наоборот, ведь это с плюсом карта проигрывается, когда мы ищем правду, истину, и мы ее находим. Значит, рассмотрите альтернативный вариант по части именно личной жизни. Вас приглашают карты. Хорошо. Финансы. Ну, что может быть лучше? Хотя тут тоже пересекаются вопросы личной жизни, вопросы статуса, вопросы достижения, императрица. Но более сговорчивой энергии, скажем так. Дипломат всегда нам показана императрица. Да, это где-то есть и помощь, взаимообмен, взаимопомощь, но она никогда себя не обесточит. Разумное распределение собственных сил, собственных энергий, времени, мои дорогие. Деньги, финансы– это не только вот субстанция, да, она материальная, но мы же их откуда-то получаем. Поэтому куда мы прикладываем свои знания, свою экспертность? Вот в каких-то вопросах вы ведь точно специалисты, эксперты. Вот не должно быть, знаете, как-то так в пустоту. В первую очередь об этом карта. Но договариваться, скорее всего, вам придется. Но мы отталкиваемся от рационализма где-то. Вот тут нам Солнце в Деве помогает. Критическое мышление. Императрица не может себя обесточить. Но для кого-то это статус может быть, как и по личной жизни и где-то помощь партнера, а для кого-то эта императрица приходит через вашу работу, обучение, достижения, построение карьеры. Так, и если вот еще раз нам выпадают деньги на достижение, все то, что я сказала, волшебный расклад. Очень продуктивные, мои дорогие, эти 10 дней. Как и выйти из одиночества, даже если, предположим, в карьере, в достижениях, там плюс-минус да порядок, вы все контролируете. А вот в личной жизни какой-то пролапс, провисание. То есть имеется в виду, ну как яма какая-то, типа того. Грубое, конечно, сравнение, но это я по привычке, мой сленг, он уже сложился десятилетиями. Я надеюсь на понимание. Девятка кубков, хоть я и называю часто картой эгоиста, но тут человек, который всем доволен. В принципе, вы будете сейчас довольны, но иногда, и это здорово, это карта самодостаточного человека, но иногда самодостаточность или самоуверенность, прекрасное качество, граничит с самонадеянностью. Вот я об этом только что и говорила. Это такой тонкий переход, такая тонкая вибрация, которую только вы можете прочувствовать, когда нужно настаивать на своем, ну, а когда, может быть, так и отступить полшага назад и рассмотреть, что говорит человек, а может быть, я чего-то не вижу. Это каким-то образом будет оказывать влияние и на деньги, и на ваши достижения. Знаки судьбы, давайте будем смотреть. Первый знак судьбы, ух ты. Но нет для вас закрытых дверей, мои дорогие. Это правда? Посмотрите, если есть, но вы их сами закрываете. Но даже если от вас кто-то закрыл эти двери, вы узнаете какую-то новость. Девушка телепортируется буквально. И то, что вы услышите, каким-то образом будет влиять на вас. Это могут быть как и в средствах массовой информации какие-то новости. Это может быть как и сорока на хвосте принесла. Это вы можете даже находиться в общности людей совершенно чужих, а просто вот словно на ухо случайно поймал какую-то фразу, и она будет для вас важна. Это как какой-то пазл складывается, иногда такое бывает. Будьте внимательны к информации. Какая-то информация, пусть случайно услышанная, или которая к вам приходит, может быть, даже пришла, а вы это не заметили, где-то проигнорировали. Вот будьте внимательны при работе с информацией.
Второй знак судьбы. Ну, я, наверное, об этом говорила весь наш расклад. Ну, по крайней мере, в самом начале. Карта искаженного восприятия. Вам это будет мешать. Как и выйти из одиночества, так и, может быть, рассматривать альтернативные варианты по работе. Не должно быть как и иллюзий, да, вот мы говорим. Когда мы слышим что-то хорошее, нам ведь радостно, нам приятно. Ну, совсем не обязательно, что человек задумал что-то доброе. Вот надо себе задать вопрос, а зачем ему надо петь мне дифирамбы, да, ну вот так, альтернативно. Но и с другой стороны, глубокой философии не должно быть. То есть вот этот край у эмоций как с минусом, так и с плюсом. Знак судьбы, как судьба, он говорит, не время тут эмоциям, тут у тебя что-то на кону, ну посмотрите. Причем конкретное, материальное, что-то хорошее. Пусть по шестерке мечей еще не материально, но это тоже все равно мы просто не можем осязать, потому что мы как в другом измерении люди живем. Ну, согласитесь, интернет присутствует, радио присутствует, волны, да, радиоволны, я даже не имею в виду проводное радио. Ну, то есть вот есть то, что мы не можем потрогать руками, но оно уже прочно существует в нашей жизни. Третий знак судьбы. Ну, возможно, вам придется принимать такое очень важное решение. Самое главное – не бояться. Хотя вы люди смелые как раз, вы решительные. Но, может быть, это будет сопряжено по пятерке кубков с тем, что вы никогда не делали. Какая-то перезагрузка. И когда мы смотрим на эту карту, хочется сказать этой девушке: «Прыгай, что ты там кричишь?» А она боится, не прыгала. Вот и мы можем встать так вот перед каким-то вопросом. Вот по работе даже, например, да, я иногда привожу банальный пример, ну, извините, может быть, уж совсем банальный, но вот спонтанный, который в моей голове появляется. Предположим, вы ищете работу, вы экономист, и вы работали в одной сфере, допустим, просвещение, а вот в просвещении все занято. Или вы считали, допустим, ну, вот я знаю, кто-то считает зарплату, кто-то там ведет, ну, что вот все дела, которые касаются внутри учреждения. И вам вот, то есть, да, экономист или бухгалтер, к примеру, да, то есть, по сути, одна профессия. А вот это направление, оно разное. Так вот, я хочу сказать, не бойтесь, например, не смотреть, точнее, не только в том направлении, которое вам знакомое, а какое-то другое, альтернативное, чем вы прежде не занимались. Для вас это будет как и дополнительный доход, что-то подобное, как знак судьбы. Никто не придет на помощь, тут ведь нам карта говорит. Все зависит от тебя, стрелец. И мы уже с вами с самого начала об этом говорили. Но, может быть, для кого-то это именно уязвимость. Начать делать то или искать, если мы по работе, то, чем вы прежде не занимались. Здесь, ведь знаете, мы все такие, или в большинстве, мы начинаем думать, а справлюсь, не справлюсь, да я ничего не знаю, или не хочется мне быть как первый раз в первый класс за парту садиться. Но, видимо, вы знаете, вы быстро наберете темп, посмотрите. Более того, еще карьеру сумеете построить. Поэтому не ограничивайте себя какими-то своими уязвимостями. Видимо, может быть и придется, ведь эти уязвимости – это когда мы словно сталкиваемся с собственной тенью. Шикарные карты, мои дорогие. И ограничения, вот посмотрите, знаки судьбы, мелкие карты. Все зависит от вас самих. Перекладывайте на себя. Я вас люблю, мои дорогие стрельцы. Я благодарю за ваши добрые душевные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь, мои дорогие, со мной. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.